Представьте себе обычный день на планете Земля. Яркий солнечный свет, привычная суета людей и животных, светлый небосвод. Но вот в совершенно обычный момент происходит невообразимое. Солнце внезапно исчезает. Абсолютная темнота разливается по всей планете за доли секунды, словно кто-то выключил главный выключатель жизни. Все, что еще мгновение назад освещал солнечный свет, моментально оказывается окутано чернильной ночью. Даже те, кто находится в мегаполисах с миллионами огней, чувствуют, как вокруг словно сгустился воздух и стало невозможно видеть дальше вытянутой руки. Когда солнце исчезает, его свет перестает достигать поверхности Земли почти мгновенно. Свет от солнца идет до Земли примерно 8,5 минут, но в этой смоделированной катастрофе ученые отключили свет одновременно по всей планете, чтобы увидеть масштабный эффект. Первое, что отмечают все люди и системы наблюдения, не стало даже намека на рассвет, закат, тени исчезли во мгновение ока, все небо тут же поменяло цвет на насыщенно черный. Звезды, луна и другие объекты, которые обычно видны только ночью, врываются в поле зрения даже среди бела дня. Для человеческого глаза это поразительный контраст. Ни одного источника света, кроме искусственных ламп, которые, кстати, тоже начинают реагировать на массовые сбои в энергосистеме, вызванные резким изменением потребления. Первые секунды после исчезновения солнечного света научные группы фиксируют необычный спад температуры у поверхности Земли, особенно в тропиках и экваториальных регионах. Там, где обычно жара не спадает даже ночью, вдруг становится ощутимо прохладнее. Инфракрасные камеры показывают, поверхность теряет тепло куда быстрее, чем во время стандартной ночи, хотя прошло всего несколько секунд. Метеорологические спутники моментально отмечают ошеломляющие изменения в уровне освещенности. Он падает практически до нуля абсолютного значения, что не происходило никогда в истории измерений. В городах, где миллионы людей привыкли к плотному потоку дневного света, начинается мгновенная паника. Люди, находящиеся на улице или в транспорте, застывают в оцепенении. На дорогах внезапно останавливаются машины, водители теряют ориентацию, некоторые в шоке жмут на тормоза прямо на оживленных трассах. Мир погружается в тишину. Даже самые громкие города затихают, потому что исчезновение естественного света действует на мозг как мощный стресс-фактор. Большинство людей замирает, не понимая, что происходит. Ученые фиксируют необычные изменения в работе человеческих органов чувств. Глаза, привыкшие к дневному свету, не успевают адаптироваться к полной темноте за столь короткое время. Обычные ориентиры исчезают, здания, дороги, деревья, все словно растворилось в черноте. В некоторых местах происходит странное оптическое явление. Горизонтальные линии зданий и дорог как будто плывут в темноте, из-за чего у людей начинается легкая потеря баланса и даже приступы паники. В сельской местности еще более жуткая атмосфера. Там, где дневной свет обычно льется на поля и фермы, вдруг становится так темно, что люди не видят даже собственные ладони. Домашние животные испуганно сбиваются в кучи, петухи молчат, собаки начинают выть, а коровы растерянно мечутся по пастбищу. Жители небольших деревень в панике хватают фонари, но плотная тьма поглощает любой искусственный свет, делая его слабее обычного. Все это длится всего 10 секунд, но для всех ощущается как целая вечность. Каждый, кто стал свидетелем исчезновения Солнца, описывает чувство абсолютного одиночества и ужаса, потому что никто не был готов к одновременному наступлению ночи на всей планете. Невероятно, но даже океаны моментально реагируют на полную тьму. Крупные рыбы и глубоководные обитатели вдруг поднимаются к поверхности, где всегда было ярко, но теперь царит кромешная тьма. Спутники засекают необычные скопления морских животных у поверхности, вызванные внезапной сменой условий. По всему миру люди звонят друг другу, интернет забит вопросами и криками о помощи. В этот момент никто не знает, это конец света, катастрофа или просто сбой во времени. Но первый шок сменяется тревогой, ведь настоящая паника еще только начинается. Следом за исчезновением солнечного света лавина страха и хаоса накрывает не только людей, но и весь животный мир. Хищные птицы обычным днем парят в небе в поисках добычи, но когда солнце исчезает за 0,1 секунды, они мгновенно сбиваются с курса и хаотично пикируют к земле. Орлы и соколы, привыкшие к абсолютной видимости на несколько сотен ярдов, внезапно оказываются полностью дезориентированы. Их острое зрение оказывается бесполезным. Даже малейший отблеск на воде или движущийся грызун становятся невидимыми в плотной темноте. Люди, наблюдающие за этим с Земли, невольно становятся свидетелями невероятного зрелища.
Крупные птицы сталкиваются в воздухе, цепляются за деревья и приземляются прямо на асфальт посреди городских улиц, не понимая, где находятся. В тропических лесах тысячи обезьян, обычно бесстрашно скачущих по веткам, замолкают и прижимаются друг к другу. Их ночные враги — змеи и крупные кошки, сами в замешательстве. Леопарды и ягуары, привыкшие охотиться в сумерках, но не в полной тьме, испуганно замирают, прислушиваются. Вдруг пропадает возможность различить даже ближайшее дерево или лиану, все сливается в черную массу. Стаи попугаев, привыкших к яркому утреннему свету, взлетают с гулким криком и сталкиваются между собой, один за другим теряя равновесие и падая вниз. Мелкие насекомые, ориентирующиеся по солнцу, в панике меняют направление полета и сбиваются в плотные клубки у поверхности, где чувствуют остаточное тепло. На африканской саванне зебры, антилопы и жирафы останавливаются, подняв головы наверх. Плотная тьма обрушивается на них без предупреждения, и привычные к циркадным ритмам животные теряют всякое чувство времени. Гиены и львы стараются воспользоваться хаосом. Некоторое количество хищников бросается к стадам в надежде на легкую добычу. Но неожиданный полный мрак сбивает планы даже самых опытных охотников. Они врезаются друг в друга. Их атаки становятся неэффективными, а жертвы, напротив, разбегаются в разные стороны, создавая сумятицу на многие сотни ярдов вокруг. В северных регионах, где лисы и волки привыкли к длинным ночам, все равно происходит паралич. Их тонкий слух и нюх не могут компенсировать внезапную потерю видимости. Они замерзают на месте, ожидая хоть малейшего звука, по которому можно было бы определить, где находится другой представитель их вида или возможная добыча. На озерах сотни уток начинают хаотично метаться по воде, сталкиваются и выбегают на берег, где обычно чувствуют себя в безопасности только при свете дня. Домашние животные ведут себя еще более странно. Коты бросаются под кровати и в шкафы, будто предчувствуя надвигающуюся опасность. Собаки начинают лаять на стены, пытаясь найти глазами хоть какой-то источник света. Коровы сбиваются в стадо, лошади нервно метают копытами, ломая стойла и двери сараев. В некоторых фермерских дворах овцы и козы просто ложатся на земь, скрывая головы под туловищем, будто стараясь укрыться от невидимой бури. В океанах и морях происходит настоящий переполох. Киты и дельфины, привыкшие ориентироваться по солнечным бликам на поверхности, теряют ощущение горизонта и начинают плыть кругами. Стаи тунцов, меч рыб и марлинов поднимаются ближе к поверхности, сбиваясь в огромные клубки, внимательно прислушиваясь к звукам. Паника среди морских обитателей становится настолько сильной, что киты направляют свои эхолокационные сигналы куда чаще и громче обычного. В результате уровень шума в океане за эти несколько секунд возрастает в десятки раз, что фиксируют даже глубоководные датчики. В тропических регионах тысячи лягушек, которые обычно оглашают вечер шумным кваканьем, начинают резонировать со всех сторон. Их крики становятся оглушающе громкими, будто они пытаются перегнать настоящую ночь. Полевые мыши и ежи выскакивают из нор и пытаются найти укрытие на поверхности, будучи уверенными, что пришло время ночной охоты, но в полной панике не могут сориентироваться на новых маршрутах. В крупных городах голуби в ужасе бросаются с крыш, но сталкиваются с фасадами зданий, не видя на пути никаких преград. На пригородных трассах олени и лисы выбегают на освещенные участки дорог в поисках хоть какой-то видимости, но еще больше пугаются звука машин, которые неожиданно останавливаются из-за человеческой паники. Научные группы отмечают, что уровень гормонов стресса у большинства животных подскакивает до критических значений. Спутники биомониторинга фиксируют массовые скачки сердечного ритма у млекопитающих, птиц и даже пресмыкающихся. Некоторые животные буквально теряют сознание от резкой смены условий, в особенности грызуны и мелкие птицы. Все это происходит в течение 10 секунд, но эффект ощущается куда дольше. Когда искусственный свет пробирается сквозь окна и фонари, животные по-прежнему остаются в состоянии шока. Даже после возвращения солнечного света большинство из них продолжает метаться, прятаться или замирать в странных позах. Ученые отмечают, несмотря на короткую продолжительность события, животный мир откликается на исчезновение Солнца куда более остро, чем люди могли ожидать. Но самая жуткая часть катастрофы начинается, когда технологические системы, созданные человеком, вдруг начинают давать сбой. Электронные устройства, спутники и электросети сталкиваются с последствиями, к которым не был готов ни один инженер, и последствия оказываются куда страшнее, чем можно было представить. Когда Солнце исчезает даже на короткие 10 секунд, от этого страдают не только люди и животные, но и вся инфраструктура, которую человечество строило десятилетиями.
В тот момент, когда на планете наступает абсолютная темнота, миллионы датчиков, сенсоров и управляющих систем по всему миру одновременно фиксируют аномалию. Световые сенсоры на светофорах в мегаполисах переходят в аварийный режим. Внезапно вся система городского регулирования транспорта путает день с ночью, включаются уличные фонари, системы умных домов начинают хаотично переключать освещение, кондиционеры, жалюзи, нарушая обычные программы. Но куда страшнее оказывается влияние на энергосистемы. Сотни крупных солнечных электростанций в Калифорнии, Аризоне, Неваде, Австралии, Испании, Греции в одно мгновение перестают вырабатывать электроэнергию. Их генераторы резко останавливаются, а нагрузка перекидывается на другие сети. Мгновенный провал по выработке электричества приводит к резкому скачку напряжения в распределительных линиях. Автоматические системы стабилизации не справляются и начинают отключаться по защитным протоколам. По цепной реакции за этими сбоями следует аварийное отключение резервных подстанций, тысячи домов и целые районы остаются без электричества. В некоторых крупных городах, где энергия подается преимущественно из солнечных источников, возникают кратковременные блэкауты, а запасные дизельные генераторы не успевают включиться за столь короткий промежуток времени. Промышленные предприятия, используемые для хранения замороженных продуктов или производства сложных химических веществ, в том числе крупные фармацевтические комплексы, внезапно сталкиваются с полной остановкой линий. Оборудование, рассчитанное на работу в условиях стабильного энергоснабжения и нормального климата, оказывается не готово к мгновенному провалу светового и теплового баланса. Системы аварийной вентиляции и освещения не выдерживают перегрузки и массово отключаются. Люди в лабораториях и на заводах вынуждены работать при вспыхивающих аварийных лампах, которые тускнеют на фоне непроглядной тьмы. В серверных комнатах крупных дата-центров мониторинговые системы фиксируют резкое падение температуры, а некоторые особо чувствительные электронные модули начинают работать с ошибками. За эти секунды многие базы данных фиксируют нештатные перезагрузки или сброс информации. Спутники на орбите, оснащенные системами ориентации по Солнцу и солнечными батареями, получают сразу несколько сбоев. В момент исчезновения Солнца их датчики резко теряют ориентир. Некоторые аппараты переходят в аварийный режим, пытаясь поймать несуществующий солнечный свет, из-за чего вращаются в хаотичном направлении и ненадолго теряют связь с Землей. Некоторые спутники связи и наблюдения отключают свою основную аппаратуру, чтобы сэкономить энергию, потому что солнечные панели перестают выдавать необходимое напряжение. По данным международных центров управления, в эти 10 секунд сбоев и потери телеметрии становится больше, чем за всю предыдущую неделю эксплуатации. Авиационные системы по всему миру фиксируют массовые сбои. Самолеты, находящиеся на взлетно-посадочных полосах и в небе, внезапно теряют визуальные ориентиры. Пилоты переходят на исключительно приборное управление. В башнях управления полетами срабатывают резервные протоколы ночного времени, начинается массовая задержка взлетов и посадок. Автоматизированные системы посадки и руления ошибочно воспринимают внезапную темноту как чрезвычайную ситуацию и переводят самолеты на аварийные полосы, что приводит к сбоям в расписании даже после возвращения солнечного света. В транспорте массового пользования, метро, поездах, электробусах, системы динамического расписания и датчики освещенности ломаются. В некоторых станциях метрополитена, где световой день является частью системы безопасности, двери вагонов перестают открываться или закрываться вовремя. Остановки движения и кратковременные пробки образуются не только на поверхности, но и под землей, потому что датчики безопасности не понимают, день или ночь снаружи, и отправляют ошибочные сигналы на центральные диспетчерские пункты. Параллельно в офисах и жилых зданиях срабатывают системы умного управления климатом и освещением. Большинство таких систем построены на основе датчиков дневного света. Когда внезапно фиксируется абсолютная тьма, все программы переходят в экстренный режим энергосбережения. В результате тысячи лифтов по всему миру замирают между этажами, так как система безопасности принимает полную темноту за угрозу пожара или катастрофы. Самым удивительным оказывается то, что в некоторых городах отмечается скачок напряжения в уличных электросетях из-за одновременного включения миллионов ламп накаливания, систем аварийного освещения и сирен. Без солнечной радиации системы синхронизации атомных часов теряют эталонный сигнал, провоцируя расхождение времени между разными регионами. Это вызывает кратковременные сбои в международных коммуникациях, биржевых платформах и банковских сервисах.
За эти 10 секунд исчезновения солнечного света Земля лишается привычного технологического ритма. Даже после возвращения света электросети не сразу стабилизируются. Специалисты по всему миру запускают аварийные протоколы, перезапускают серверы, обновляют программное обеспечение, чтобы восстановить синхронизацию данных. Но последствия темнового шока ощущаются в каждой сфере. От потерь в производстве электроэнергии до несанкционированных перезагрузок оборудования и потери связи с некоторыми спутниками. Когда техника начинает приходить в себя, становится понятно, даже столь мимолетное исчезновение Солнца способно выбить из строя самые надежные технологические цепочки, созданные человеком. Но еще сильнее оказывается влияние на психику людей. Когда после технических сбоев и полной темноты на планете начинает распространяться хаос в умах, последствия становятся по-настоящему непредсказуемыми и опасными. Как только на планете исчезает солнечный свет, хаос проникает в каждый уголок человеческого общества. Уже в первые мгновения улицы и здания охватывает гнетущая темнота, которую не может разогнать даже самое яркое искусственное освещение. В мегаполисах водители машин в панике бросают транспорт прямо на шоссе. Некоторые хватаются за телефоны, пытаются дозвониться родным, но линии перегружены. Пешеходы в оцепенении сбиваются в группы, кто-то истерически кричит, а кто-то, наоборот, замирает на месте и не реагирует ни на какие стимулы. В школах и университетах учащиеся и преподаватели оказываются в полной изоляции, не помогает ни аварийное освещение, ни мобильные фонарики. Учителя берут детей за руки, чтобы не дать им разбежаться, кто-то прячет малышей под партами, опасаясь худшего. В торговых центрах и супермаркетах начинается ажиотаж. Люди в панике хватают продукты и воду, кто-то разбивает витрины, расталкивает остальных, чтобы пробраться к выходу. Большинство охранников пытается остановить панику, но быстро теряют контроль, когда понимают, тьма не отступает, а объяснений нет. В больницах врачи едва успевают перейти на автономное питание. Приборы жизнеобеспечения включаются на резервных батареях, но свет тусклый, оборудование начинает сбоить. Пациенты с психическими расстройствами реагируют на темноту мгновенно. За считанные секунды фиксируются массовые приступы тревоги, паники, галлюцинаций. Медсестры и санитарки бросаются по палатам, пытаясь успокоить людей и удержать порядок, но шум и крики быстро расходятся по всему зданию. В метро и поездах начинается настоящая давка. Когда свет на несколько секунд исчезает напрочь, двери вагонов открываются не вовремя, люди пытаются вырваться наружу, затаптывая друг друга. Паника усиливается сообщениями по радио о внезапной аномалии во всем мире, а в некоторых местах раздаются ложные сигналы тревоги и сирены. В аэропортах тысячи путешественников бросают багаж и ломятся к выходам. Сотрудники службы безопасности теряют всякий контроль над толпой. Некоторые пассажиры выбивают двери, чтобы выбраться наружу, в полной уверенности, что произошла катастрофа глобального масштаба. По всему миру фиксируются странные массовые реакции. Уличные протесты внезапно перерастают в хаос, агрессивные толпы бьются с полицией без видимой причины. В домах люди запираются и блокируют двери мебелью, опасаясь мародеров или чего-то неведомого, что могло прийти с абсолютной тьмой. Статистика служб экстренной помощи в эти секунды фиксирует резкий скачок вызовов. Тысячи звонков поступают одновременно, операторы слышат только крики и причитания. Психиатры позже отмечают уникальный феномен коллективной истерии. Люди начинают видеть несуществующие тени, панически боятся даже собственных друзей и родственников. В семьях появляются ссоры и конфликты, кто-то винит близких в случившемся, кто-то, наоборот, впадает в состояние ступора, не реагируя ни на что. В некоторых городах фиксируются вспышки агрессии. Толпы выбегают на улицы, скандируя непонятные лозунги, кто-то кидает камни в окна, разбивает витрины магазинов. Социальные сети в эти секунды превращаются в настоящий поток паники. Миллионы постов, видео и голосовых сообщений появляются каждую минуту. Кто-то выкладывает фото абсолютной тьмы, кто-то в прямом эфире показывает, как в их доме отключился свет и исчезла любая связь с внешним миром. Боты и тролли разгоняют еще больший страх, распространяя фейковые новости о конце света, вторжении инопланетян или глобальном сбое времени. Информационное пространство превращается в канализацию страха, и уже за несколько секунд формируется массовая психогенная волна тревоги.
В религиозных общинах по всему миру звучат экстренные молитвы и песнопения. Верующие собираются в храмах, кто-то падает на колени посреди улицы, другие бегут в церкви, мечети и синагоги, умоляя о спасении. Проповедники хватают микрофоны и начинают читать стихи из Писания, подогревая панику в толпе. В некоторых местах между группами верующих вспыхивают драки, когда один обвиняет другого в привлечении тьмы на землю. Уровень тревоги настолько высок, что фиксируются случаи потери сознания прямо на улицах. Пожилые люди и дети становятся жертвами давки, а некоторые жители городов закрывают окна, заклеивают их плотной тканью, будто ожидая, что за тьмой появится что-то страшное. Экстренные службы сталкиваются с проблемой. Количество вызовов превышает возможности любой системы реагирования, скорая помощь не успевает доезжать до большинства адресов. В отдельных районах фиксируются вспышки необычного поведения. Кто-то начинает слепо подчиняться толпе, другие, напротив, бегут в противоположную сторону, пытаясь спастись от вымышленной угрозы. Люди массово бросают работу, офисы опустошаются, а некоторые службы, такие как пожарные и спасатели, вынуждены работать вслепую, ориентируясь только на звук. Психологические последствия нарастают лавинообразно. Даже когда солнечный свет вот-вот должен вернуться, ощущение катастрофы не ослабевает, никто не может поверить, что через мгновение все может стать как прежде. В эти секунды Земля становится ареной крупнейшего массового психоза в истории, а страх перед неизвестностью буквально парализует миллионы людей по всему миру. Когда нарастающий ужас достигает пика, внезапно происходят процессы, которые незаметны на первый взгляд. В атмосфере начинают бурлить не только эмоции людей, но и реальные физические процессы. По всей планете фиксируют аномальные всплески погодных явлений, которые становятся заметны уже в течение этих же 10 секунд. Первые доли секунды после исчезновения солнечного света атмосфера Земли начинает вести себя совершенно непредсказуемо. Ученые, следящие за процессом через сеть спутников и метеостанций, с трудом верят показаниям приборов. Внезапная потеря тепловой энергии с поверхности дает старт цепной реакции на всех высотах, от самой Земли до верхних слоев тропосферы. Потоки теплого воздуха, которые целый день поднимались наверх, мгновенно теряют источник подогрева. В результате горизонтальные ветра на высоте сотен ярдов начинают резко менять направление, формируя турбулентные зоны, ранее не встречавшиеся даже во время самых сильных штормов. Над Нью-Йорком, Токио и Рио-де-Жанейро в течение нескольких секунд спутники фиксируют рождение сотен мини-воронок. Это не привычные смерчи, а крошечные вихри, образующиеся из-за разницы температур между зданиями, автомобильными дорогами и парками. С воздуха видно, как тучи выстраиваются в хаотичные узоры, ветки деревьев гнутся в разные стороны, а на улицах поднимается неестественно густая пыль. Некоторые районы оказываются буквально затянуты мгновенными туманами. Водяной пар, который до этого спокойно испарялся под солнцем, сталкивается с резким охлаждением и оседает на поверхности в виде капель. В пустынях Аризоны и Марокко системы мониторинга фиксируют необычно интенсивные холодные фронты. Там, где в полдень обычно чувствуется тропический зной, температура воздуха за те же 10 секунд падает сразу на 20-30 градусов по Фаренгейту. Песок, недавно нагретый до температуры горячей сковороды, начинает испускать пар, микроскопические облачка мгновенно поднимаются и тут же рассеиваются, создавая призрачные миражи на фоне полной тьмы. Ветер раскручивает песчинки в хаотичные спирали, и над дюнами формируются странные, похожие на белую дымку, полосы. На побережьях Тихого океана неожиданные скачки давления вызывают кратковременные приливы и отливы. Вода уходит с пляжей, будто кто-то гигантской рукой потянул ее к центру океана, а через секунду возвращается волнами, захлестывая пирсы и лодки. Морские метеостанции регистрируют скачки температуры поверхности воды. Разница между слоями увеличивается сразу на несколько градусов, а это провоцирует рождение мелких водоворотов и даже микроскопических цунами, которые становятся заметны лишь по измученным волнам и крикам перепуганных морских птиц. В горах штата Колорадо и на склонах Анд внезапное исчезновение тепла вызывает моментальное выпадение инея. Камни и трава покрываются тонкой коркой льда, а из-за перепада температур воздух насыщается мелкой ледяной пылью. Метеорологи отмечают, влажность воздуха прыгает вверх, а на высоте появляются необычные слоистые облака, которые раньше можно было увидеть разве что на других планетах. Самое странное происходит с атмосферными токами. Струйные потоки, которые обычно двигаются на сотни миль в час, на высоте около 6 миль над землей, внезапно дробятся и начинают петлять.
Это вызывает тотальную неразбериху в локальной погоде. В одних городах начинается мгновенная роса, в других на несколько секунд поднимается такой сильный ветер, что легкие мусорные баки срывает с тротуаров. В нескольких мегаполисах сигнализация срабатывает на ураган, датчики давления и скорости ветра срабатывают в пределах 1-2 секунд друг за другом. В тропиках Южной Америки и Юго-Восточной Азии регистрируют странные атмосферные всплески. В разгар абсолютно темного неба внезапно появляются разряды воздуха, похожие на молнии, но не сопровождающиеся громом. Ученые называют это сухими молниями, электрические разряды, возникающие из-за резкой и неравномерной переориентации воздушных масс. Некоторые очевидцы рассказывают о звуке, похожем на потрескивание и короткие щелчки, исходящем прямо из воздуха. На полях и равнинах Европы и Северной Америки к этим аномалиям добавляются массовые вспышки светлячков и биолюминесцентных грибов, которые в обычное время светились бы только ночью. Мгновенное наступление тьмы провоцирует массовый выброс биолюминесцентного света. Некоторые участки леса загораются зеленым и голубым свечением, что на фоне абсолютной темноты выглядит как фантастический мираж. Среди океанских просторов фиксируются настоящие штормовые волны высотой до нескольких футов, хотя никаких погодных предпосылок для этого не было. Это результат резкой смены направления ветра, который за считанные секунды разогнал волну с одной стороны и тут же сломал ее на границе температурного фронта. Капитаны судов и рыбаки по всему миру говорят о невидимом шторме, когда слышно, как ломаются мачты и хлопают паруса, но почти ничего не видно за пределами носа. В верхних слоях атмосферы исчезновение солнечного света влечет за собой резкий спад ультрафиолетовой радиации. Спутники фиксируют падение уровня ионизации воздуха. Радиосигналы дальнего диапазона начинают теряться, а в некоторых регионах на секунду пропадает связь с метеорологическими станциями и самолетами на большой высоте. Радиоэнтузиасты по всему миру отмечают странные пульсации на своих приемниках. Старые аналоговые устройства начинают ловить фоновые шумы, не похожие ни на что из предыдущих наблюдений. В это время в некоторых регионах случаются странные оптические явления. На границах континентов, где еще 5-10 секунд назад светило солнце, небо окрашивается в нереально глубокие синие и фиолетовые оттенки. По рассказам очевидцев, в так называемом поясе последнего света горизонт вдруг вспыхивает белыми и малиновыми полосами. Это рассеянный свет, который каким-то образом задержался в верхних слоях атмосферы и теперь исчезает как последний отблеск огромного фонаря. Параллельно с этими природными аномалиями ученые обращают внимание на массовое нарушение баланса озонового слоя. Автоматические станции отмечают снижение уровня озона сразу на несколько процентов. Это вызвано остановкой фотохимических реакций, которые идут только при ярком солнечном свете. Пусть эти потери носят кратковременный характер, но они отражаются на всей экосистеме. Для многих микроорганизмов и растений именно солнечная радиация служит пусковым механизмом для роста и размножения. Когда после этих 10 секунд солнечный свет возвращается, волна аномалии не стихает сразу. Разогретый и охлажденный воздух начинает перемешиваться, приводя к новым порывам ветра, локальным ураганам и мелким торнадо. Спутники фиксируют колебания облачного покрова, скачки температуры, необычные переливы света. Все это становится серьезным предупреждением для всех, кто думал, что исчезновение Солнца не может повлиять на простую погоду. Но настоящие последствия ждут планету и людей впереди. Ведь то, что произойдет сразу после возвращения солнечного света, окажется не менее неожиданным. Возвращение солнечного света происходит так быстро и неожиданно, что по всему миру миллионы людей, животных и даже техника словно получают мощный электрический разряд. В момент, когда первые лучи снова прорываются сквозь атмосферу, абсолютная тьма исчезает почти мгновенно, уступая место ослепляющей яркости. В эти же секунды глаза людей и животных, все еще не адаптировавшиеся к смене света, реагируют крайне болезненно. Для многих ощущение света становится почти физической болью. В мегаполисах, где улицы наполнились испуганными толпами, все будто замирают на месте. Кто-то зажимает уши и закрывает глаза от внезапного света, другие реагируют еще сильнее, падают на колени, бросаются в сторону зданий, пытаясь укрыться от резкой перемены. На дорогах, где автомобили были брошены или стояли в пробках, водители снова пытаются завести транспорт, но многие машины не заводятся после резкого скачка напряжения. Сирены аварийной сигнализации продолжают реветь, а на некоторых центральных магистралях случаются мелкие аварии из-за того, что одни участники движения приходят в себя быстрее других.
В офисах и торговых центрах охрана и сотрудники экстренных служб пытаются вывести паникующих людей на улицу, но те ослеплены ярким светом и временно не ориентируются в пространстве. Службы экстренной помощи работают на пределе, спасатели помогают людям выйти из лифтов, врачи оказывают первую помощь тем, кто потерял сознание от шока. В сельской местности фермеры сбиваются в группы, проверяют домашних животных и пытаются понять, что случилось за эти секунды. Коровы и лошади шарахаются от света, который кажется им неестественно ярким. На пастбищах можно увидеть десятки сбившихся в кучу овец и коз, они в панике убегают к ближайшей тени, пока глаза не привыкают. Некоторые домашние питомцы прячутся в сараях и подвалах, отказываясь выходить на свет. Куры и петухи, полностью сбитые с привычного ритма, начинают издавать хаотичные звуки. Кто-то кукарекает, как на рассвете, другие, наоборот, замирают в состоянии стресса. В городских парках голуби беспорядочно взлетают, сталкиваясь друг с другом, а вороны и воробьи хаотично перемещаются между деревьями. В океанах киты, дельфины и косяки рыб практически не перемещаются. Их дезориентированное состояние сохраняется еще несколько минут, пока все не начнет возвращаться к норме. На побережьях массовый выброс медуз и планктона, они поднимаются к поверхности в поисках света, а некоторые виды рыб остаются плавать у самой кромки воды, пока не восстановится привычный ритм. В атмосфере начинается резкая переориентация потоков воздуха. За темными влажными облаками волны теплого и холодного воздуха сталкиваются, формируя новые зоны турбулентности. Над мегаполисами поднимаются тучи пыли и песка. Буквально за минуту над Нью-Йорком и Лос-Анджелесом небо приобретает желтоватый оттенок. Метеостанции фиксируют моментальные скачки давления, температура воздуха резко растет на несколько градусов по Фаренгейту сразу после возвращения солнечных лучей. На равнинах и в степях возникает необычное паровое марево, остаточное испарение воды с поверхности после скачка температуры. Сотни промышленных предприятий по всему миру подают сигналы аварийного восстановления, системы охлаждения и вентиляции начинают работать с удвоенной мощностью, пытаясь компенсировать резкие перепады температуры и влажности. В дата-центрах и офисах техника автоматически перезагружается, системы резервного питания переходят в стандартный режим. Многие электронные устройства, не выдержавшие скачков, выходят из строя без возможности быстрого ремонта. В некоторых регионах сохраняются локальные перебои с электричеством, а в отдельных районах электроэнергия возвращается только через несколько часов из-за перегруженности сетей. Ученые в этот момент фиксируют целую волну необычных показателей. Датчики ультрафиолетового излучения отмечают резкий скачок. Баланс озонового слоя начинает восстанавливаться, но в атмосфере еще долго держатся следы короткого исчезновения Солнца, на небе появляются редкие облака необычной формы, похожие на полосы, а над океанами фиксируют необычные по цвету радуги. Астрономы отмечают, в эти секунды резко меняется яркость не только Солнца, но и отраженного света от Луны и небесных тел. В социальных сетях вспыхивает шквал сообщений. Пользователи загружают видео и фото возвращения солнечного света, рассказывая о своих ощущениях. Многие сравнивают этот эффект с мощной вспышкой молнии или светошумовой гранатой. По всему миру журналисты и блогеры ведут прямые эфиры, собирая истории очевидцев. Новостные агентства публикуют первые аналитические обзоры, а правительства выпускают экстренные заявления о необходимости сохранять спокойствие. В больницах продолжается экстренная работа. Врачи возвращаются к стандартным протоколам оказания первой помощи, но количество обращений с симптомами истерии, обмороков и психических расстройств зашкаливает. Психологи отмечают редкие случаи временной потери зрения от сильного стресса и света, а также зафиксированы приступы амнезии у отдельных пациентов. В школах и университетах преподаватели собирают учеников и студентов, проводят перекличку, ведут занятия по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, рассказывают, как вести себя при внезапной смене условий. Некоторые учебные заведения используют этот случай для экстренной эвакуации. Тысячи детей и подростков оказываются на улицах, где учителя и родители стараются привести их в чувство. На границе природных зон орнитологи фиксируют массовую смену маршрутов перелетных птиц. Утки и гуси покидают привычные места отдыха, а стаи воробьев сбиваются в огромные клубки, пока не адаптируются к новым условиям. В океане фиксируют сбой в миграциях. Киты и дельфины на несколько часов задерживаются в районах, где свет только что вернулся.
После возвращения солнечного света по всей планете заметны следы ночного хаоса. Разбросанные машины, опрокинутые мусорные баки, разгромленные магазины, растерянные люди и испуганные животные. Масштаб последствий пугает. На восстановление работы техники, транспорта, сети экстренной помощи и психики людей уходит не один час. Ученые продолжают анализировать данные модели и выписывают десятки новых гипотез о том, как даже кратковременное исчезновение Солнца может вызвать цепную реакцию в природе и обществе. На планете не остается ни одной зоны, которую бы не затронули эти 10 секунд тьмы.